Добрый день, это расклад для знака зодиака Весы. Что ждет тех, у кого Солнце в Весах, Луна в Весах, либо стеллиум планет в знаке зодиака Весов в октябре 2022 года. Я беру 6 карт, потому что это соответствует 6 осям зодиакального астрологического круга и затрагивает все сферы жизни человека. Итак, что ждет Весов? Первая карта. Весы, если вы свободны, вы можете встретить человека, который будет очень похож на вас. Причем, возможно, он будет похож на вас не совсем положительными чертами, но и отрицательными тоже. Здесь на карте изображен такой показательный бой, когда два человека дерутся для того, чтобы продемонстрировать друг другу, какие сильные они есть. Они не уступают друг другу, но это такой показательный бой. Так и, возможно, вам тоже в ваших личных отношениях захочется посоперничать с вашим партнером. Либо вы будете выбирать такого человека, который оказывает вам какое-то сопротивление, и вам будет интересно именно построить свои отношения вот на этой какой-то перепалке, споре, тому, кто оказывает вам сопротивление. Да? С одной стороны, наверное, это правильно, потому что с такими людьми мы можем как-то расти, они могут указывать нам на наши недостатки, и когда все слишком гладко, нам ничего не хочется менять в своей жизни, да, а когда у нас есть какие-то проблемы, возникают какие-то вопросы, мы таким образом сами совершенствуемся. Вот, поэтому у вас здесь могут быть такие партнерские отношения как с новым человеком, так и уже с тем человеком, который у вас есть в вашей жизни, вы тоже можете соревноваться относительно каких-то вопросов. Это может быть, кстати, и работы, и каких-то ваших хобби, дел, то есть кто из вас лучше, кто больше отрабатывает, кто больше там продвигается, больше успевает по жизни, вот такой соревновательный бой, но он может, конечно, перерасти и в какой-то более агрессивный, потому что здесь у нас есть Марс, да, а Марс — это такой воин-разрушитель, поэтому, наверное, все-таки свои эмоции надо попридержать в каких-то моментах, не переходить на совсем такие отрицательные какие-то порывы злости. Но вот сейчас мы будем открывать другие карты и увидим, сможете ли вы, Весы, все-таки как-то выстроить эту гармонию в отношениях. Прекрасный месяц относительно финансов у вас будет, вы будете здесь считать свои денежки, может быть, даже вы продадите что-то, у вас будет какой-то приход денег, либо какие-то поступления, и вы даже захотите их, возможно, скопить для покупки чего-то более дорогостоящего, чего вы всегда хотели. Может быть, вы даже будете себя в чем-то ограничивать для того, чтобы у вас хватило денег на какую-то вашу заветную мечту, желание. Ну, это обычно дорогая покупка. Ну, либо просто вы вот как-то, да, когда у нас появляются деньги, нам хочется их еще скопить. Благоприятно. Это может быть какая-то новая работа. Это уже в том числе довольно денежная. Так что здесь карта неплохая выходит в финансовом секторе. 3-9 сектор, здесь такая королева. И возможно, что вы будете вести себя в общении с другими людьми несколько высокомерно. Вам может казаться, что вы все знаете, что вы можете давать советы другим людям. Ну да, в некоторых вопросах, особенно в вопросах финансовых, наверное, может быть, вы что-то и сможете подсказать. Плюс ко всему у вас здесь такая карта выходит. Может быть, какая-то ваша денежная, махинация, в хорошем смысле этого слова, прошла успешно. Допустим, вы там куда-то вкладывались или что, и вот теперь вы даже можете советовать другим людям, как это лучше сделать. Либо у вас появится такой человек, возможно, женщина, которая посоветует вам, как лучше обращаться с деньгами. Может быть, это какой-то курсы финансовой грамотности, может быть, это какие-то финансовые документы. А для кого-то это, кстати, может быть улучшение в плане покупки автомобиля, потому что 3-9 сектор — это автомобиль. И если вы, допустим, будете возможность у вас купить новый автомобиль, то вы захотите выбрать очень такой шикарный королевский какой-то автомобиль, который будет выглядеть очень красиво, как вам нравится, ярко. И будете гордиться очень своей покупкой, своим приобретением, и когда вы за рулем. Вот. Для кого-то это может быть не автомобиль, для кого-то это может быть
другое средство связи, я имею в виду другой транспорт, какой угодно, и вы тоже будете очень гордиться. А для кого-то это может быть, например, поступление в очень престижный вуз. Например, на отделение, связанное с финансами. Для кого-то это может быть и театральный вуз тоже, да, все-таки здесь у нас и лев. Ну, в общем, вы почувствуете себя очень уверенно в каких-то вот таких и учебных, и со всем, что связано с средствами связи. Может быть, у вас состоится такая поездка, в том числе и за границу тоже, где вы почувствуете себя просто на троне, кто-то вам оплатит, может быть, какую-то поездку, потому что все-таки королева, да, это женщина красивая, либо у вас даже знакомство будет с такой женщиной именно в поездке, и какая-то яркие отношения, роман, не исключен тоже. Но мы сейчас еще откроем 5-й сектор, будет ясно. Если у вас есть партнер, вы состоите в каких-то отношениях, то здесь у вас могут быть какие-то разногласия такого очень внутреннего характера. Вы любите друг друга, вы хотите быть вместе, но что-то вас терзает изнутри. И это вот такое влияние, оно, как бы тяжесть какая-то на сердце. Для кого-то это могут быть такие отношения, когда мы и вместе нам быть тяжело, но и расстаться мы не можем. Это какая-то привязка, как мы говорим, либо токсичные отношения, да, либо, например, ваш супруг или супруга, да, все время хочет быть с вами, куда бы вы ни пошли, вы не можете как бы отдохнуть от каких-то ваших обязанностей, а вам это может быть захотеться. Либо вы, например, разводитесь, я несколько вариантов, да, даю, вы разводитесь, и вы не знаете, и все еще ваш суд откладывается, да, в связи с тем, что нужно, допустим, еще ждать там 3 месяца, может быть, если у кого-то дети, еще больше ждать. И вот это такая связь, когда вы бы, может быть, уже бы разошлись, а все-таки нужно еще, да, какое-то время ждать. Либо для кого-то, может быть, наоборот, вы не можете пожениться, или вы вынуждены жениться по каким-то там таким вопросам, а вы вроде бы не хотите, и вам не хотите, и вам как-то партнер вас ограничивает, даже не то чтобы партнер, а вот сам ваш статус вашего замужества, то, что вы теперь муж или жена, может казаться вам особенно тяжелым в октябре. Да, а в связи с чем это связано, это уже у каждой пары может быть по-разному. Прекрасная карта выходит в секторе творчества. Это как раз просто ваше спасение. Открою еще 6-ю карту. Тут сейчас мы ее тоже прочтем. Вы, несмотря на все ваши внешние трудности с партнером, либо просто вы можете спасаться в вашем личном творчестве, в каких-то ваших хобби, бизнес, у кого есть, да, вы можете с головой уходить в работу, работать со своими клиентами. А также дети, те, у кого есть дети, они будут вас радовать своими новыми успехами. Для кого-то это может быть долгожданная новость о беременности. И либо, например, ваш ребенок как-то вас порадует, даже это может быть и финансово, может быть, ваш ребенок поступит куда-то. В общем, радостные такие моменты, связанные с детьми, с внуками, да. И здесь, конечно, может вам захотеться быть на виду, как-то гордиться своими успехами, своими детьми. Вы можете быть активны в социальной жизни, встречи с друзьями также принесут большие успехи, радости много. Может быть, вы будете участвовать в каком-то конкурсе, либо ваш ребенок там будет участвовать, и тоже все будет благоприятно, независимо от того, победите вы или нет. Очень само вот это событие, просто радость вам, самая большая радость, которая может быть, да, здесь в 5-й, 11-й сектор. Это сектор общения, поэтому все-таки, посмотрите, у нас же здесь еще в секторе общения была королева, то есть, я не знаю, здесь наверняка определенно вы будете очень популярны, весы, в октябре. Я думаю, что у вас будет много общения, может быть, вы встретитесь и с прошлыми друзьями, и новых друзей заведете. Почему я говорю с прошлыми? Потому что все-таки у нас будут ретро-планеты, сентябрь-октябрь, да, с конца уже сентября и весь октябрь. Но это благоприятно все, поэтому
вам, наверное, здесь рекомендуется общаться с кем-то. Вот, кстати, да, в связи с этим, с тем, что, может быть, вам захочется такой активной социальной жизни, у вас и могут возникать здесь проблемы в плане супружеской жизни. Может быть, ваш супруг либо супруга не будут разделять ваши интересы, да, ну, или не смогут просто с вами все время быть на каких-то мероприятиях. Но, тем не менее, здесь это не карта разрыва. Если вы вместе, то вы будете вместе. Просто у всех бывают какие-то более тяжелые периоды, спады, падения. И просто так бывает, что в какое-то время мы больше уделяем внимание нашей социальной жизни, самому себе, чем своему партнеру, как, да, к сожалению. Также у вас здесь может произойти какое-то озарение. Не то чтобы озарение, а вы поймете, что ваши мысли какие-то в прошлом были неправильные, либо слишком детские, слишком незрелые. И вы будете смотреть уже на свою жизнь с другой стороны, с более как бы такого зрелого, более взрослого человека. Вы как бы в душе повзрослеете, помудреете. И это, в общем-то, благоприятно, наверное, потому что нам же нужно самосовершенствоваться как-то на более новый уровень. Не исключено, что будет какое-то событие, может быть, здесь и дети на вас повлияют, да, или какие-то ваши близкие люди, у которых будет какое-то событие, и вы поймете, что да, вот так у нас жизнь складывается, что мы должны новые этапы взросления какого-то проходить. В плане здоровья эта карта тоже может давать вам какие-то новые знания относительно того, как работает ваш организм. Может быть, вы больше поймете себя, что вам лучше делать, когда вы, например, плохо себя чувствуете, теряете энергию. Может быть, вы найдете какого-то нового врача, может быть, вы диету какую-то новую организуете себе и будете думать, как я раньше этого не знал, почему раньше этим не пользовался. Либо вы, как-то вот новый уход за собой у вас может быть, более такой, как сказать, самостоятельный, что ли. Может быть, для кого-то вы поймете, что медицина не может вам помочь, обычно традиционная, да, и вы осознаете, что вы должны сами, допустим, там заниматься какими-то дыхательными практиками, еще чем-то, что благоприятно будет влиять на вас, либо на ваших близких в том числе. Интересная карта, особенно в этом 6-12 секторе. Она говорит о каких-то новых понимании сути вещей более глубоко. Причем не только про себя, но, наверное, и про других людей тоже. А что у нас скажут карты из колоды Ленорман? Давайте посмотрим. Возьмем только 3 карты. Так, это карта птицы, клевер и письмо. Интересные карты. Они говорят о какой-то удаче, везении, общении и сообщении. Если вы ждете какие-то письма, сообщения, документы, поездки, оформление каких-либо, не знаю, виз там и так далее, все это может быть у вас удачно. Потому что здесь, да, карта письмо, рядом клевер. Может быть, это какие-то удачные новости о том, что вы сможете получить этот диплом, этот сертификат или какие-то другие документы, разрешающие, допустим, вашу деятельность в бизнесе. Что здесь еще может быть? Любое везение. Даже случайно услышанное слово в этот период, да, в октябре, может дать вам как бы выход на какой-то новый путь. Особенно если вы чего-то ждали, и здесь удача вам будет сопутствовать относительно очень многих дел. А что скажут карты из колоды Moonology? Это новая луна в знаке зодиака Рыбы. Новая луна в Рыбах может означать какие-то новые чувства, новые эмоции, новый творческий порыв. И здесь у нас уже был, да, 12-й дом, потому что рыбы за него отвечают, он у нас благоприятный. Я говорила о том, что вы как-то осознаете, может быть, какие-то моменты своего здоровья, подсознания, себя, да, своих других людей. И вот здесь как раз опять об этом, что вы можете освободиться от каких-то внутренних комплексов,
благодаря своему творчеству. И вообще у вас будет хорошая, вдохновляющая такая энергия. И 5-й сектор, да, тоже об этом говорит. То есть вам здесь нужно культивировать в себе хорошие мысли, творчество, встречи с друзьями. Много вышло очень благоприятных карт для весов. И это говорит о том, что весы будут счастливчиками, если не будут, конечно, чрезмерно давить там на свою вторую половину, да, как-то тяготиться ею или слишком, да, вот по этой карте продвигать свои идеи, горделиво себя вести с вашим партнером, то тогда у вас, в общем-то, складывается все прекрасно и в финансовом плане, и в плане отношений, и в плане каких-то новых поездок, документов. Поэтому я желаю вам весы прекрасного октября и до новых встреч на моем канале. Всем пока!